Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Невероятные события до конца месяца, которые ждут вас в личной жизни. Общий расклад Таро, гадание на рунах, знаках судьбы Алехандро. Давайте посмотрим. Сегодня у нас как раз заканчивается этот месяц и начинается новый. Вы можете посмотреть и на последние дни месяца, и на первые дни нового месяца, ну и до конца нового месяца. Да? Я сейчас перемешаю знаки. А мы потом и будем случайно как-то так, да, извлекать. И случайно для кого? Случайно, но случайности ж не случайно. Смотрите, Сатурн, да, судьба. Судьбоносные какие-то события для кого-то могут попасться сегодня. Ну, давайте будем. Я их и так уже перемешал немножко, эти знаки. И будем смотреть. Уже я думаю, что они перемешаны в досталь, я кажу, да. Давайте подивимось. Подивимось. Ну, вот сюда их. Сюда. Итак, давайте посмотрим вашу ситуацию для начала, да, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, сегодня, что это у нас так, сюда. Кто пришел на расклад, для кого расклад актуальный, немножечко почистим пространство, хорошей травой, давайте, и события до конца месяца. Этого или следующего вы загадываете свой промежуток времени. Давайте смотреть. Итак, кто пришел на расклад? Что происходит? Человек, у которого куча дел. Ну, как минимум, вы в дороге, может быть, в отпуске. Но это деловая дорога. Скорее всего, вы все-таки не в отпуске, а как минимум в пути по своим делам или на пути к своей цели. Как бы для вас важно сейчас заниматься делом, начинать новое дело, продолжать новое дело. Вообще эта дорога, больше всего вам, конечно, стоит продолжать новое дело. И, кстати, это день и лето. Вот видите, как мы четко угадали, да, летний день вы в делах. Даже, может, вы отдыхаете и все равно какие-то дела решаете, да. Какие-то вопросы у вас не закрытые остались. Давайте так скажем. Вы человек, который постоянно чем-то занят. Вот так, да. И успех в ваших делах для вас важен. И в дороге все-таки вы находитесь на пути, как минимум, к цели. Может быть, на пути к встрече с кем-то, да? Смотрите, ваши желания, вам бы хотелось, чтобы ваши желания исполнялись. Как минимум, сейчас вы на пути к исполнению желаний. И это, скорее всего, это больше отношения, деньги, достижение целей, успех в бизнесе. То есть вы, в принципе, находитесь сейчас, вот в этом моменте, на правильном пути. И если вы едете в командировку, то вы как минимум рассчитываете на успех. Это уже хорошо, да? Или можете рассчитывать на успех, если вдруг, по какой-то причине не рассчитываете. Ваш бизнес или ваши дела могут быть связаны с отношениями. Ваши продажи, как ни странно, или ваши сделки тоже могут связаны быть с отношениями. Вот вы, например, что-то продадите скоро, да, в ближайшие дни. Это приведет к налаживанию отношений. Иногда духовный мир влияет на материальный, и наоборот, материальный на духовный, да, то есть это они же взаимосвязаны, светлое с темным, верхнее с нижним, да. Но, как минимум, у вас есть некая тяга получить удовольствие не только от пребывания на пути, но и от партнера, который пребывает или может появиться на этом пути. То есть вы как минимум ищете человека, который бы вам подходил. Флиртуете сейчас, возможно, и испытываете страсть к человеку, которого не до конца пока понимаете, но вы на пути к нему, поэтому вы до конца его и не понимаете. Да. Я вам так скажу. Это пустая карта, как таковая, да, то есть и есть вот на этом пути, на котором вы оказались, есть куча проблем, это проблемная карта. То есть вы настраиваетесь на что-то, а вас сбивают, или ваше внимание
на пути в вашем бизнесе, отношениях кто-то отвлекает или вы поворачиваете не туда. То есть садитесь не в тот вагон, поворачиваете на перекрестке не вправо, а влево или наоборот, там, не на тот путь выезжаете, потом объезжаете что-то. То есть вас постоянно сбивает кто-то или что-то. Ну, давайте, это или обстоятельства, или человек, который не заинтересован, чтобы вы попали туда, куда надо. То есть у вас есть как минимум соперник. Он может быть нечестен, он может быть не очень хорошим человеком, и он может быть чуждым вам. То есть у вас как минимум есть или враг открытый прям какой-то, да, или человек неприятный на вашем пути. Он в центре, кстати. Имейте в виду. То есть, мы пока смотрим ситуацию. Кстати, вас могут обвинять в чем-то еще, да, то есть, в нечестности. Могут вам не доверять, и вы можете рассчитывать на одно, а из-за недоверия вам вы получаете совершенно другое. Ну, как минимум, у вас есть недоброжелатель, который может гадить, извините, вам в бизнесе, в дороге, даже испортить автомобиль там, или там транспортное средство, или в поездке чего-то не очень хорошего сделать, или на отношения влиять, на конечную цель вашу влияет не очень хороший человек. То есть у вас, давайте так скажем, есть серьезный соперник, конкурент или ворожулька такой, да. Он серьезный, но ему еще надо, чтобы очень сильно быть серьезным, дорасти, это же валет все-таки не король. Дальше давайте смотреть. Но больше это мужчина все-таки. Больше, чем женщина. Может быть и женщина. Смотрите. У вас вроде вот такая ситуация. У вас вроде было все налажено. Потом появляются либо какие-то факторы, либо обстоятельства, либо, скорее, все равно этот человек, это больше человек. Может быть и факторы и обстоятельства, связанные с этим человеком. И вот после появления этого человека у вас прямо вы ничем не управляете, вы становитесь марионеткой, и у вас не идут дела ни в деньгах, ни в бизнесе. То есть вы как бы теряете контроль и над духовным миром, и над материальным. По сути, как бы Джокер, условно говоря, да, то есть какой-то X-фактор влияет на вашу дальнейшую судьбу. То есть это происходит сейчас. Если вы прям такой успешный человек на 100%, можете приготовиться к испытаниям каким-то. И если вдруг на вас никакой человек не влияет, вы скажете, у меня нет врагов. Окей, тогда это пустота, это Джокер. То есть Джокер и есть пустота и хаос, да. Или обстоятельства, от которых ты будешь зависеть. Поэтому даже если у вас нету какого-то четкого врага, о котором вы знаете, вашим врагом может стать, вот это больше прошлое, это настоящее, это будущее, может стать просто злодейка судьба, да, вот злодейка именно. Давайте смотреть дальше, что тут может быть. Для вас важны и деньги, и отношения, то есть вы не разделяете, по сути, деньги и отношения. И здесь деньги и отношения, понимаете, да? Вот у него здесь деньги, а здесь отношения, а здесь управление, понимаете. Что ж, Джокер, давайте. Благосклонен ли к вам Джокер вообще, как таковой, да? Нифига он не благосклонен. Восьмерка пиковая — это неприятная. У вас или состоится вот неприятная встреча. Вы идете навстречу. Она может развернуться вообще против вас. Или вы предчувствуете, что на той встрече по бизнесу, по отношениям будет что-то не так. Вы как минимум... я не скажу, что вы боитесь, хотя восьмерка пиковая о страхах тоже часто. Вы не сколько боитесь, сколько предчувствуете что-то. Два Джокера. Джокер и пустота, да. Вы предчувствуете, что какой-то, может быть, человек не тот, за кого себя выдает. Вы можете предчувствовать ложь, обман. Можете чувствовать, что сплетнями кто-то управляет и успехом в делах, и успехом в отношениях. Или будете плакать очень скоро, и вы чувствуете, что вы будете плакать и расстроены. Или уже плачете по поводу чего-то, или предчувствуете что-то не очень хорошее.
очень скоро вы можете почувствовать сильную привязанность к кому-то, а она нездоровая будет. Она внезапная. То есть, вроде бы вы повстречали человека, ну, там, и хорошо с ним было изначально, и радостно, и успешно. Потом, как бы, вроде бы он куда-то исчезает, ну, или как-то, ну, не исчезает, а просто пауза в отношениях. А вы начинаете страдать. И вот это можете, тут может быть такое, что вы в дороге или по пути вам встретился какой-то человек, и он как будто бы испарился, отдалился, ушел, остыл. И эта ситуация, она начала вами управлять. Не вы управляете ситуацией, а она вами. Причем она вас там, ну так, нервирует, третирует, кошмарит, печалит, ну, в общем, травмирует, да, и страшит. Восьмерка воздушная, она о страхах чуть-чуть, да, вы побаиваетесь, как минимум. Ну, вот такое вот. Давайте смотреть в ближайший месяц, да. Вот что с точки зрения ваших дел, как оно будет развиваться, да, как ваши дела пойдут, как ваши дела будут развиваться. Шпуньк. Ну, так скажу, вам не везет, может быть, в отношениях, ну, может быть, да, вот здесь дальше. Но в деньгах повезет. Если вы планируете прибавление в деньгах, в работе, ну, прибавку, да, в работе, ну, в деньгах прибавление, это выигрыш какой-то, да, в работе это, понятно, прибавка там к жалованию, да, или в бизнесе, то ставьте на паузу, пишите декларацию намерения в комментариях. Я декларирую или намереваюсь увеличить доход, получить премию, там, получить пенсию, я не знаю, то есть, ну, в деньгах у вас прям очень круто, у вас открываются дороги в ближайшие до конца месяца вот этого, да, ну, того промежутка времени к успеху, вам повезет. Давайте вот так положим, пусть оно, и давайте я вам немножко пространство почищу, чуть-чуть, немножечко, так, да, а вы пока на паузе ставьте и пишите, а я почищу. Хорошо. Дальше. Ну, давайте посмотрим. Вот у вас есть, вообще есть желание какое-то. И есть прям такие вот приятные эмоции, позитивные, там, ну, про любовь, про деньги, да. Давайте посмотрим. А вот эту вот руночку, которая вот тут внизу лежит. Почему-то она мне приковала мое внимание. Знаете, яйцо прекрасно. Яйцо, что круть, верть, что верть, круть. Но смотрите, вот это яйцо открывается, а вот это пока что еще закрытое яйцо. А, вот так закрытое. Знаки судьбы Алехандро, если кто знает, как читать, да. Вот так закрытое яйцо. Открытое, точнее, вот так закрытое. У вас выпало вот так. Ну, смотрите. Ваши исполнения желания потенциально могут вот в этот промежуток времени укрепиться, улучшиться, да, то есть вот это то, что мы смотрим здесь, да, оно может повлиять на отношения с кем-то, да, или какой-то человек может вам там испортить что-то, да, но вот если вы искренне чисто желаете и вынашиваете какие-то планы, вот если вдруг они в этом месяце не исполнятся, вы их не откладываете не забывайте, то есть не стирайте из дневника своих мечтаний, да. Ну, я не знаю, где он у вас там, в книжке или на холодильнике, или где-то еще на стене, да. На там доске фотографии какие-то там желания и так далее. То есть, смотрите, у вас яйцо, оно может выстрелить, открыться, да. То есть, смысл яйцо – это процесс медленный, высиживания, да. И вот у меня часто такие вопросы задают, да. Вот сколько нужно времени после обряда? Вот для того, чтобы это сбылось. А после обряда не нужно никакого времени. Вот вы вышли из обряда, сделали обряд, например, там чистку, отвязку, открытие дорог, поставили защиту. Все, забудьте за эти обряды. Просто живите. Вам не надо время. Когда вы концентрируете внимание на времени, вы это яйцо держите закрытым. А когда вы вышли из обряда, да, или загадали желание, это же тоже обряд. Вот вы должны это понимать, что то, что вы там пишете в декларациях, да, это все ваш обряд на самом деле. Вот здесь все магия, да. То есть, а когда вы вышли из обряда, закрыли и сказали, все, ключ, замок, язык, амен, так тому и быть. Вы это яйцо переворачиваете. То есть вы позволяете вылупиться птенцу желания. Поэтому смотрите, что с вашими мечтаниями, отношениями, деньгами теми же, да, тут яйцо, это может быть даже вам
фортуна насыпет, да, или ваш успех насыпет больше, чем вы планируете. То есть в ближайший месяц будут происходить важные заключительные процессы по высиживанию яйца вашей мечты. Вот так вот. Ну вот тут такая комбинация очень сложная для описания магии, да, для синтаксиса. Но давайте я сейчас вашим намерением, вы сейчас можете поставить пока на паузу, да, я скажу, а потом поставите на паузу. Вашим намерением и своим намерением я переворачиваю закрытое яйцо и открываю яйцо, чтобы ваши планы и намерения вылупились на поверхность. Ну и смотрите, здесь у тех, кто хочет оплодотвориться, это очень хорошая комбинация на оплодотворение, то есть на зачатие. То есть что вы в ближайшее время можете случайно там оплодотворить там женщину, если вы мужчина. А если вы женщина, можете оплодотвориться, здесь зачатие может. Дальше, смотрите. Вот эти два момента у вас, они очень позитивные в раскладе. Это очень круто, классно. А вот эти вот моменты, они очень плохие. Поэтому вам важно задекларировать хоть что-то хорошее. А потом уже, если что, мы будем смотреть, какие могут быть декларации на волю, давайте скажем, на волю Джокера, на волю духа. Итак, что у вас с этой пустотой? Это первая карта, это пустоты. Потом какого-то не очень, пустота, заботы, вот такое, проблемы. А потом уже какой-то там чужинець, да, це українською чужинець, чужак, обманщик, вор может быть, или какой-то деструктивный тип, да, вот что с этой деструкцией будет происходить. Да и вообще, в принципе, да, если взять вот на здесь и сейчас, вот эта деструкция, она в вас, в вашей ситуации, она в центре. Может быть, это магия темная, может, это просто какой-то злодей. Давайте посмотрим, что в ближайшее время произойдет с вашими недоброжелателями, с вашими врагами там, или с теми, кто наводит хаос, порчу, там, может быть, да, на вас. Давайте посмотрим. Эх, вот тут вот этот мне нравится. Ну что, затаили дыхание? Давайте открывать. Вы знаете, он будет заблокирован. Круто. Но это судьбоносные события. Готовьтесь к этому, крест. Вы будете преодолевать в ближайшее время какой-то, развязывать кармический узел. То есть будет нелегко. Будет, может быть, больно. Может быть, будет, или вы уже это проходите сейчас, понимаете? То есть, до конца месяца, да, вот следующего того периода, что вы загадали, это должно решиться. Как минимум, крест — это очень хороший знак. Часто, да, для защиты. Многие носят крестики, да, это я больше склонен к пентаграмме, да, а кому-то подходит крест. Это уже ваше, да, к тому, кто смотрит, кому подходит. Напишите, вам крест подходит, пентаграмма, или вообще какой знак вы считаете для себя защитным. Мне очень даже еще Оуджет очень-очень сильно. И Назарчик тоже, вот этот, да. Оуджет, Назар, Оуджет и Назар — это одно и то же практически. Тем не менее, до конца месяца вы сможете закрыть гештальт с каким-то негативом. То есть, как минимум, или убрать из своего поля влияния плохого человека, облегчить влияние негативных сил, примириться с каким-то, может быть, даже недоброжелателем. Крест — это примирение и прощение, друзья. Мужчина с женщиной может помириться до конца месяца. Этот процесс уже запущен. Он может быть запущен теми обрядами, ритуалами, которые вы уже делали. Окей? Да, если вдруг, открытие дорог делали, обряд на примирение с мужчиной и женщиной. Или с врагом. Кстати, с врагами тоже есть обряд на примирение с врагами. И я вам скажу, его иногда нужно делать. Мы его не делаем в общих, да, раскладах, но в общих обрядах ритуалов. Тем не менее, прямо сейчас крестным знамением и священным огнем ситуации исцеления мы декларируем с вами намерение защиты от темных сил. Ключ, замок, язык. Амен. И дозрящему будет путь его защищен и сбережен от влияния темных сил. Амен. Хорошо, вы сейчас прямо получили поддержку светлых сил от темных. Вообще крест, он больше, конечно, к христианству больше, но тем не менее хрест, бачите.
Крест, он еще до христианства символизировал слияние потоков, слияние путей, слияние мужского, женского начала и судьбу, да, фатум. Ну, как минимум, в ближайший месяц ваша судьба имеет шанс на стабилизацию и выход из темной полосы возможных неудач, которые вы сейчас переживаете. Ок. Ну, давайте посмотрим. А все-таки Джокер, он что вам дарит? Джокер, по сути, это турбулентность, да, такая, где вы не управляете ничем. И, ну, по сути, вы находитесь, можете находиться, да, вот этот промежуток в воронке, да, такой вот, где сколько бы вы усилий не прилагали, судьба, высшие силы, низшие силы, обстоятельства, рок, да, или другие люди, там не всегда хорошие. Мы, видите, специально я его так закрыл. Кстати, вам как комфортнее? Напишите мне, когда крест снизу или когда крест у него на лице. Но я оставлю все-таки вот так. Так вот, что Джокер, что вы в этом потоке можете выловить? Окей? Давайте вот этот знак. Этот. Что вам, Джокер, да? Какую вот, давайте так, какую рыбку в темной воде вы выловите? Здесь затмение. Это затмение. Знаете, вас ждет, я вас предупреждаю, ближайший месяц, до конца месяца вы пройдете идеальный шторм. Затмение просто так не выпадает. И Джокер — это турбулентность, поэтому, к сожалению, вас ждет это испытание. Но прямо сейчас вы получили уже благословение высших сил на защиту от темных. Вы будете в абсолютной темноте, во мраке. Вы будете проходить этот мрак. Мрачище, да? А я вам так скажу. Лучшее, что вы можете здесь пройти, это прозреть. Прозрение здесь будет. Но, как минимум, это будет ясное понимание, да, то есть осознание какое-то, инсайт вы получите. Но будет очень нелегко и большие риски у вас. Высокие риски во всем. Я не буду говорить, я не буду уточнять, вы сами понимаете, о каких рисках я говорю. Поэтому берегитесь. Постарайтесь позаботиться и сделать так, чтобы с вашей физикой вашего тела, ну, защитить себя, да, вот давайте так скажем, физически как минимум, и энергетически тоже. То есть, может быть атака на вас. Ну, затмение все-таки. Восьмерка. Вот идет неприятный разговор, какой-то конфликт. И разбалансировка, раздрайв такое вот. И даже вот обострение каких-то заболеваний могут быть на фоне эмоций, печали, да, вот такой тоски. Вас может накрыть даже вот такая вот какая-то хандра. Как же она называется? Ну, не ипохондрия, а меланхолия, да. Ну, даже депрессняк может накрыть. Ну, депрессия — это уже такое состояние сформированное, да. Она так вот сразу не накроет. К депрессии нужно тщательно готовиться, да. Но, тем не менее, вот, что это за вот такая вот... Что это за неприятности такие, да? С чем они могут быть связаны? Давайте вот эту. Нептунович. Это светское общество. Светское общество. Свет. Именно светское. Это политика. Какие-то важные люди, важные персоны. Вас может огорчить в ближайшее время. Ну, допустим, там депутат, политик, государственный служащий. Мужчина, который, это Нептун, кстати, мужчина, который считает себя важным, таким, знаете, прям очень важным. То есть у вас как минимум какой-то важный человек или важная структура может вам принести неприятности. Будьте с этим осторожны, как минимум. Давайте теперь посмотрим. У нас есть еще немножечко времени. И тем, кто... Вот обычно есть люди, которые там досматривают до этой минуты, да, до 25 минут, а есть, которые нет. Вот. Им бонус, да, такой подарок. Какие благости и радости идут вам в вашу судьбу за вот это вот
за вот эти неприятности от властей, от важного человека. Кстати, вот этот человек, он может быть водной стихии. Рыба, скорпион, рак. Ну, то есть по знаку зодиака имейте в виду, ну, морской царь, да? То есть это король воды больше. Давайте посмотрим, какие благости и радости вы получаете за ваши боли и страдания. Боль и страдания. В ближайший месяц. Ну, за ваши испытания, потому что на самом деле в ближайший месяц самой важной картой не только вот эти деньги, да, и возможность сохранить шанс на получение своей мечты. Но здесь же еще важно, что вы получаете прямо сейчас защиту и поддержку от высших сил, от светлых сил. И вы прямо, знаете, как есть такой целуй крест и иди дальше, да. Так вот, вы получаете благословение на прохождение идеального шторма. Слышите, шторма. А Нептун будет вас испытывать. Имейте в виду. Интересно. Вот напишите, пожалуйста, как у вас это проигрывается в вашей жизни. Вот к чему вы уже готовитесь. Потому что вот это больше к будущему, это сейчас, это к прошлому. Но, кстати, тот, кто готовится выйти замуж или наоборот жениться, особенно для женщин здесь расклад, у вас будет нелегкая семейная жизнь. Но для чего-то вам надо было это услышать. Да, я понимаю, что люди планируют, что все будет хорошо, но здесь испытания. Да? Вы как будто бы такой моряк, который готовит свою мачту для открытия там Америки, а попадете вы в конечном итоге там в Индию. Да? Вот так. Ну, давайте смотреть. Ну, во-первых, на вашем пути встретится вам мудрый человек, целитель, доктор, поэтому вы как минимум поправите свое здоровье и начнете выздоравливать. И физически, и метафизически, энергетически. Это целитель. Очень хорошая карта. Как минимум, я вам так скажу, по-мудрому вы будете выходить из этой ситуации. То есть мудрен ваш путь, мудрено ваше испытание будет. Как минимум здесь здоровье, семья, ну, возможно, даже вы и семью как-то сможете сберечь. Это карта семейная, кармическая, а здесь что-то с кармой связано. Поэтому, ну, давайте так скажем. Мужчина, который на дистанции, с ним может что-то проясниться. О, смотрите, как круто. Вообще дьявол падает под самый крест. Вы избавитесь от козла. Вы избавитесь от влияния козла. Вас, знаете, из вас будет удален подселенец бес. И от вас будет отдален подселенец бес. И оно, знаете, как будет исцеление прямо. Я вам так скажу. Вас ждет очень тяжелое, трудное исцеление от бесовщины, темного. Но оно получится. Оно получится. Есть цель. Есть цикл. Есть змея. Есть яйцо, которое открывается. По сути, вы на пороге перерождения в этот месяц. То есть, как будто бы скорлупа ваша, она будет лопаться. Вот смотрите, когда делается первый обряд чистки, вот есть что происходит. Вот есть ваш кокон старый. И вот первый обряд чистки из серии 4 обрядов, он получает, вот когда происходит обряд, вот удар происходит в этот кокон. И он начинает трескаться. Второй обряд, он уже отвязкой называется, да, он как бы... И первая чистка, да, вернусь еще к этой чистке. Так вот, он заставляет уже растрескаться этот кокон, и начинается такая тектоническая подвижка точки сборки. А вот когда мы делаем отвязку, мы начинаем сдвигать точку сборки на новое какое-то место, да, которое новый уровень восприятия. Так вот, подвижка точки сборки, она вот здесь. Новый уровень восприятия, он здесь. Он в прозрении. То есть в видении, новом осознании. И видение, осознание и видение, оно должно быть вместе. Так вот, вы получите избавление от дьявола, да, от дьявола. Да, кстати, если вы чувствуете, что исцеление от дьявола для вас важно, так и пишите, ставьте на паузу декларации намерения. Дьявол или дьявол, изыди и выйди из меня. Или я намереваюсь очиститься от него. Ну, давайте смотреть дальше, что вы еще получаете. Прекрасно. У вас, кстати, ждет справедливое решение суда. Справедливое. Это очень хорошая карта.
Даже если там кто-то... О, слышите? Слышите, посыпался посох дождя. Ого, класс. Даже если кто-то ведет против вас какую-то борьбу, такую нечестную в суде, или вас осуждает, или сплетничает по поводу вас, вот вы как минимум этот вопрос закроете. И на все воля высших сил крест, да, и то есть высшие силы так вам помогут сделать, действительно. Поэтому вы успокоитесь по поводу кривотолков в вашу сторону, по поводу суда и тех, кто о вас сплетничает и обсуждает. Но, кстати, после этого и вам будет все равно, и вы перестанете осуждать тех или того, или ту ситуацию. То есть вы винить перестанете, но и вас не будут обвинять. Ну и, кстати, я вам так скажу, если человек, который меня смотрит, если вы там с чувством вины сильным, если вы какой-то криво судья над вами, или вы в местах ограничения свободы, вы выйдете, избавитесь, да, то есть выходите уже очищенным человеком, по сути, да, из того места, в котором вы были. Из места ограничения свободы, да, если это тюрьма. Но иногда это может быть даже просто выход в свет перерождения, да, то есть вы будете доверять миру как минимум. И будете понимать, что мир равен между темным и светом, да, где-то есть половина того, половина того. Давайте еще вот под Джокера нырнем, да, и под затмение, что тут у вас происходит стабилизация судьбы. Прямо у вас запускается новая жизнь. Видите, вот не просто ж так здесь это яйцо, о котором я говорил, да. То есть вы уже как минимум, возможно, первый обряд сделали, да. Возможно, может быть, даже уже и два, там, первую чистку, отвязку. Но, смотрите, оно же здесь под какой картой лежит, да? Под идеальным штормом. Знаете как? Будет период в течение месяца, судьба будет налаживаться, да, но вам особо бороться там уже не надо. То есть вам, все будет уже зависеть просто от судьбы, да, то есть фортуна вас, знаете как, вам просто повезет. Самого худшего сценария в вашей жизни не произойдет, и вы, переродитесь естественным путем. То есть это будут естественные роды, да, или естественное возрождение. И да, кстати, кто готовится, например, к рождению ребенка, будет все хорошо здесь. А ребенок может начать выздоравливать, а болезнь будет отходить на задний план. И давайте посмотрим. Последнее вознаграждение высших сил. Здесь прям Нептун, и Нептун идет над неприятностями. Знаете, как капитан корабля, который плывет, да, вот он мачту поставил, да, паруса натянул на мачту, да, на своем корабле к своим целям, да, вот здесь. Посмотрим, как все-таки насколько благосклонны высшие силы или светский мир, да, высший мир, вот это высшие миры вот здесь на самом деле, да, в материальном аспекте. Насколько они благосклонны к вам. Все-таки дурень тут два дурака. Я вам так скажу. В течение месяца ваша жизнь кардинально изменится. Вы пройдете идеальный шторм. Благодаря тому, что вы зашли на этот расклад. Благодаря тому, что получили благословение на защиту от темных сил и прозрения. Вы без сомнения получите духа провидения, духа воодушевления и вдохновения на открытие и прозрение в новой жизни. И светская жизнь, и свет обязательно примет вас новым, избавленным от всего темного і сатанінського. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіт, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви. І до зустрічі. Все буде добре. От побачите.